Здравствуйте, уважаемые зрители. Казалось бы, в нынешнее время открывать новые классические сервера – это затея так себе. При наличии официальных ванильных серверов от Blizzard, кому охота идти на пиратку. Но по факту офф-сервера, если не окончательно, то уже почти закончили свое существование. Где-то там еще теплится жизнь, где-то народ через силу собирает рейды для фан-пробежек по Zul'Gurub, но это случается так редко, что почти никогда. Поэтому еще одна команда энтузиастов решила рискнуть и запустить новый классический проект с интересным названием Darrowshire. Сразу оговорюсь, это не реклама, а скорее ответ на частый вопрос от моих зрителей. Слыхал за Darrowshire? Что скажешь про него? Вот, собственно, сейчас и скажу. Команда разработчиков сервера – выходцы со старого проекта 335 Arena Tournament, который позже превратился во всем известный Warmane, но покинули проект после случившихся разногласий. Типа, чуваки с Warmane топили за донат, а даровширцы были против этого, поэтому и ушли. Но, однако же, не забывают при этом напомнить о том, откуда они. Как я понял, Warmane стал тем, чем стал без помощи этих альтруистов, поэтому спекуляции на их бренде тут вообще не к месту. Далее. Поскольку у разработчиков присутствует жесткий принцип никакого доната, то финансировать сервер они будут из собственного кармана. Ну, дай бог, если так. Если это действительно правда. Почему у меня сомнения? Ну, потому что я заметил на проекте няшную мордашку White Kidney, который оказывал помощь в разработке сервера. Кто не в курсе, White Kidney – экс-гейммастер проекта Light Hope. И некогда присутствовал на проекте Elysium, до того, как украл у Elysium базу данных и открыл свой проект. Репутация у него не самая хорошая. Как минимум, он уж точно не альтруист, и весь его интерес, как бывшего голдселлера, состоит в том, чтобы заработать. Если он на проекте просто как консультант, то окей. Если состоит в команде, то я ни за что не поверю, что на сервере не будут проворачиваться какие-то темные делишки. По самому серверу, это обычный 1.12 с элементами прогресса, так как это было на Носте, когда с каждым патчем прогрессирует и таблица лута, а не как это было в близовской классике, когда мы на старте получили маршалов и варлордов со шмотом, превосходящим текущий контент. Рейды X1, статус PvP, полный близлайк, местоположение – Западная Германия. Довольно смелое решение, поскольку нахождение сервера в Европе связано с риском его возможного закрытия, так как там борьба с нарушением авторских прав гораздо жестче, чем в странах Восточной Европы. Возможно, разработчики знают, на что подписываются. Что еще? По сути, это обычный сервер 1.12. Кто играл на Носте или на его клонах, ничего нового там не увидит. Разве что World Buff'ы на нем перестанут играть важную роль. Как только персонаж входит в рейдовые подземелья, он теряет все бафы, полученные снаружи. Такая система, в принципе, была и на Носте, но появилась она после выхода Naxxramos'а. Тут же, я так понял, рейд-бафы будут отсутствовать с самого начала. Мультибук запрещен, всякая РМТ-деятельность будет жестко пресекаться. Уж не знаю, как они этого добьются, но обещают, что будут бороться, не покладая рук. Более подробную инфу можете найти в их дискорде. Поскольку это не реклама, поэтому, естественно, ссылок никаких не будет. Все превосходно гуглится, и найти сайт и дискорд не составит особого труда. Там же на сайте выложены ссылки, откуда можно скачать клиент. Если кто планирует играть за воина, у меня в группе лежат макросы на старый клиент 1.12. Может пригодиться. Краткий гайд по установке. Заходите на сайт, выбираете нужный вариант, например, скачать клиент для Windows торрента. Рекомендую, кстати, ностовский клиент, поскольку элизиумовский у меня выдавал ошибку и запускаться не хотел. Меняйте realm лист на указанный, на сайте написано какой. Регистрируете там же аккаунт и все, играете. А аккаунт регистрируется вообще просто, даже не надо там никакой почты подтверждать. Просто создаете и все. На момент создания видео в игре присутствовал онлайн 200. Довольно неплохой онлайн для текущего состояния классических серверов. Если на Darrowshire не свалится какая-нибудь невзгода в виде DDoS-атак или не приключится история, как, например, с Hijal Project, последний проект классики, который выходил недавно, когда у них там сгорели сервера в дата-центре.
то тогда играбельный онлайн может продержаться, месяца 2-3. Потом, как обычно, прогнозируется спад. Это явление стандартное, поэтому удивляться не стоит. Такие вот дела. Если у кого-то есть какая-то инфа по этому серваку, пишите в комментариях. Возможно, ваша инфа станет для кого-то полезной. Не забывайте подписываться на канал. Здесь вы можете узнать практически все новости по классике, которые происходят в последнее время. И всего хорошего.